Привет, друзья! Давненько на моем канале не выходили видео интервью с самым известным и узнаваемым репортером Линерии Овечкиным, хотя материал свеженький его записей у меня имеется. На самом деле, до сих пор неизвестна мне судьба Овечкина после его вылазки в храм Абоминора, где, если вы помните, его нагло и дерзко схомячил огромный крокодил. Если вы что-либо знаете о его местонахождении, черканите пару словечек в комментах. А пока давайте познакомимся ближе с уже хорошо известными нам персонажами Альянса. И первым, к кому заглянем в гости, будет Космир. Привет, генерал! Сегодня я буду брать интервью ни у кого иного, как у самого Космира, главной ударной силы Темной Армии. Это тот самый дракон, который заставил армию Надзирателя трепетать только лишь при упоминании его имени. Давайте узнаем, что интересного он нам поведает. «Спасибо за встречу», — промолвил Овечкин. «Расскажи, что побудило тебя присоединиться к Альянсу?» Космир задумчиво отвечал. «Буквально недавно я наслаждался тихой, спокойной, изолированной от всего мира жизнью в тени заброшенного каньона, который для меня был настоящим домом. Но вражеский культ заполонил всю территорию каньона своим присутствием. Его привлек Кровсидиан и связь Кровсидиана с измерением Надзирателя. Я был вынужден покинуть свое пристанище. Именно тогда я решил объединить свои силы с теми, кто поможет вернуть мне мой дом». «Ух ты! Я рад, что ты смог вернуть себе свою территорию», — отвечал Овечкин. «Но мне все еще любопытно. Ты единственный такой в своем роде. Я еще не встречал такого другого дракона, похожего на тебя». На что Космир ответил: «Знаешь, ведь я не всегда был таким. Изначально я был обычным драконом, до тех пор, пока не оказался в каньоне с Кровсидианом. Хаотичная энергия этого минерала меняла структуру всего, к чему прикасалась, включая и меня. С течением времени воздействие этих кристаллов изменило мою форму и даровало мне огромную силу. Это просто удивительно. После того, как культ повержен, ты планируешь вернуться в свое логово?» — продолжал свое интервью Овечкин. «В ближайших планах у меня продолжить помогать Альянсу избавиться от всех наших врагов», — отвечал Космир. «Но как только королевство будет в полной безопасности и восстановлено, я вернусь в свою родную пещеру, в свое убежище. Там у меня осталось множество незаконченных дел, которыми необходимо заняться. И для начала, по возвращению, разрушить основные строения культа, ну а потом решить, какие все же из строений оставлю невредимыми для себя». Вот так, друзья, даже грозный, единственный в своем роде дракон не может устоять перед новым вызовом и небольшим ремонтиком в своем доме. В конце концов, нет места лучше родного дома. Ну а теперь, друзья, мы отправляемся к не менее загадочным персонажам величественного Альянса, а именно на аудиенцию к мрачным призракам. Но не стоит пугаться и звать на помощь охотников за привидениями. Они на нашей стороне. «Добро пожаловать, генерал! Честно признаться, я довольно сильно нервничаю перед сегодняшней встречей с мрачными призраками. Да-да, теми самыми призраками, которые сражаются даже после смерти. Подумываю, может, мне стоит взять больничный на день интервью? Нет, я не отступлю. Мужество – неотъемлемая часть характера моих пушистых предков. Все они храбрые овцы. И вот, несмотря на нервы, я направился к лагерю Темной Армии. Мавзолей призраков был зловещим сооружением, которое, казалось, бросало вызов законам природы. Внезапно воздух стал холодным, и по шерсти Овечкина пробежала дрожь. И тут призраки вышли на контакт. Еще одна мимолетная душа ищет аудиенции у вечных призраков. Когда Овечкин обернулся, позади него материализовалась пара мрачных воинственных призраков.
Вздрогнув от такого неожиданного появления, Овечкин пробормотал: «Что? Как вы так подкрались незаметно ко мне?» На что призраки ответили: «В отличие от вашего смертного вида, мы не привязаны к физическому состоянию. Освобожденные от бремени тел, мы скользим сквозь тени. В этом наше преимущество». Овечкин собрался с духом и сделал все возможное, дабы восстановить свое самообладание. В конце концов, он настоящий профессионал своего дела. «Вы вообще были когда-либо в живом обличии?» — спросил Овечкин. «Что с вами случилось?» На что мрачные ответили: «В те дни, когда мы были смертными, мы скитались как банда наемников. Смерть настигла нас на поле боя. Так распорядилась судьба, но даже за пределами смертной жизни, находясь в жесткой хватке смерти, наше единство оставалось нерушимым. Вечный покой окутывает нас, ибо бесконечная и неутолимая жажда битвы возвращает нас назад». Овечкин продолжал задавать свои вопросы. «Что побудило вас присоединиться к темной армии Везнана и к Альянсу в целом?» Ответ призраков не заставил себя долго ждать. «Везнан пообещал нам настоящую симфонию из криков и крови, которых жаждут наши души. Для нас перспектива битвы и присутствие сильного врага, которого необходимо победить, это вызов, который мы не можем игнорировать. Это именно то, чего жаждет наша призрачная душа». Подводя итог жуткой встречи с мрачными призраками, Овечкин не мог избавиться от чувства холода, который витал в воздухе, словно навязчивая мелодия. Эти призраки ни во что не верят и никому не подчиняются. Хорошо, что они на нашей стороне, ведь они могущественный союзник и одновременно страшный враг. Их необычные способности превосходят даже самые смелые мечты живых. Вот такие, друзья, интересные и в то же время таинственные и мистические интервью поведал нам с вами сегодня величественный репортер Овечкин. Надеюсь, вам было так же интересно, как и мне. А на этом все. Берегите себя. До новых включений и да пребудет с вами сила. Па-па.